Всем привет! Доброе волшебное бодрумское утро, когда солнышко еще такое мягенькое. Вот я уже сделала свои 45 минут быстрого трекинга. Я всегда, вот мне где-то, я знаю уже 30 минут, 45 минут быстрым шагом прям очень люблю. Мне это прям очень подходит. Бег не подходит мне и по коленям, и вообще по моему строению тела. Как-то раньше я бегала, когда была девчонка лет 20, а сейчас уже нет. Вот. Я на своей любимой тропе, которая ведет там к морю. Вот. И посмотрите, как уже все пожелтело, все такое выжженное, да? И действительно пахнет осенью. Вот. Сейчас отдышусь. Я вам сейчас приложу нарезочку, которую я сделала, пока шла. Такие красивые пейзажи, такие осенние, тихие. Уже сезон закончился. Так здорово. Вот, и вчера я уже, когда выложила видео, загрузила, потом записала еще небольшой кусочек, тоже сейчас его добавлю. Вот, всем хорошего дня, я вас всех люблю, спасибо, что вы оставляете комментарии, такие приятные, теплые, спасибо, что вы ставите лайки, мне это очень приятно. Вот, а я хотела еще, завтра же мы с вами едем на йогу, кстати говоря, в Скорпиос, так что я сегодня решила не сильно, прям так это, до победного по утреннему спорту, чтобы оставить силы на завтра. Вот, поэтому завтра мы едем с вами в Скорпиус, а на недельке я хочу заехать в Ялаковак-Марину, пройтись по всем бутикам, они последнюю недельку открыты, и сделать вам обзор по магазинчикам. Там, понятно, есть всякие люксовые бренды, типа Dior, Louis Vuitton, Bottega Veneta, в общем, все, что сейчас Loewe, все, что сейчас, да, на слуху. Потом есть всякие турецкие, Ягрыджи, Харамлик, Муда. В общем, напишите, какие вам было бы интересно, куда бы я зашла, посмотрела, что по ценам, что по коллекциям, что по цветам. Такой девчачий небольшой день. Вот. Так что пишите в комментариях, что вам нравится. Вернее, вот так вот, лайк вверх, а в комментариях пишите, по каким магазинам пройдемся, чтобы я продумала маршрут. Все, я вам сейчас добавлю классную нарезочку. Вот, а мы с вами увидимся завтра. До завтра. Как ваши дела? Очень красиво играют на фортепиано. И я тут работала, разбирала одну ситуацию с девочкой и хотела вам сказать про одну очень важную сейчас тенденцию. У меня же здесь в основном девчонки, девчонкам будет важно, ну и мужчинам это тоже, знаете, будет интересно понять, что вообще происходит, да? Так вот, девочки, очень важный момент. Что сейчас происходит с женщинами? Мы привыкли от наших мам, бабушек. И, в принципе, у нас такой стереотип, что инициатива – это о мужчинах, женщина – это как бы вот просто лапки сложились, ждем, когда он что-то сделает. Ну, условно, вы должны понимать, что это я сейчас очень образно говорю, да? И это касается вообще всего.
отношений, взаимодействий, каких-то движений по жизни, даже секса, всего. Так вот, очень интересный момент, нюанс, знаете какой, что сейчас мы выходим же в отношениях мужчины и женщины на партнерство, и когда женщина, и часто меня девочки спрашивают, вот у нас деньги в баре не идут, или у нас там в отношениях проблемы, или как вот развиваться, муж не развивается. А очень просто, значит, вы тоже не развиваетесь, то означает, что, помните, я в прошлом видео говорила очень важную вещь, что когда у нас что-то застаивается, да, то есть, или когда у нас какие-то негативные эмоции, мы начинаем заболевать. Так вот, когда у нас положительные эмоции или нереализованная энергия, и она застряет в теле, это тоже дает болезни. Вот представляете, поэтому что важно понять? Женщинам в новом времени, в новых вибрациях, в то время, в которое мы сейчас начинаем жить, крайне важно научиться быть инициативными, научиться быть тоже действенными. То есть нам кажется, что если мы будем действовать, значит мужчина будет не действовать, понимаете, но действовать по-женски. То есть если вы вспомните своих мам, то очень часто у них в жизни не было вот этой такой проактивности, да? Поэтому у многих девочек сейчас эта проблема. Они сидят и ждут. Так, ждут, и год ждут, 2 ждут, 10 лет ждут. Там, буквально, да, это если в материальном мире как это проявляется, я даже не говорю про морально, что, в принципе, вот сейчас придет человек и изменит мне жизнь. Вот сейчас появится мужчина, и я стану хорошо жить. Вот сейчас появится мужчина, там, и я куплю себе то, или он мне купит то. Сейчас появится мужчина, и мы будем путешествовать. Там, сейчас появится мужчина, я буду счастлива. И это вообще вот, не только про это. Или, например, вот я живу с мужчиной, как бы все хорошо, все стабильно, я привыкла, что он все решает. Как часто девочки, сейчас, когда выходят замуж, и у них, допустим, хороший такой надежный мужчина, то они вообще как бы в прострацию уходят, и вообще им сложно вообще включиться в какое-то движение, в какую-то энергию, в какой-то вектор. Так вот, в такие моменты крайне важно, знаете, что отслеживать, чтобы вы все-таки не ждали, что какие-то ваши желания, мечты, цели с подачи мужчины реализуются, да? Они должны реализовываться с вашей подачи. То есть ваш вектор, ваши шаги, в первую очередь вы должны, понимаете, что-то простраивать. Это очень сложно, я понимаю, это, знаете, вот очень женщинам хочется, чтобы, ну, вот буквально только что разбирали, такая свежая, горячая тема, потому что хочется, чтобы мужчина пришел, предложил. Хочется, чтобы жизнь тоже пришла и предложила. Знаете, вот это считается у нас женская позиция женственности. Но женственность, она немножко в другом. Она в том, чтобы идти по этим целям с женским настроением, с женской скоростью, женской переменчивостью, женской текучестью, но все же, да, чтобы это было движение, потому что у нас как женщины в буквальном, в прямом, переносном смысле вот физически замирают, морально замирают, и ничего в их жизни не происходит. И начинаются болезни, начинаются какие-то препятствия, жизнь кажется болотом. Поэтому, девочки, очень важный сейчас момент. Мы переходим в эру партнерства, когда мужчина и женщина, отношения разрушаются, когда они кто-то активный, кто-то пассивный. Да? То есть вы заметили, многие же браки сейчас разрушаются очень быстро, потому что те, кто хотят жить в зависимости или привыкли так жить, кто живет, допустим, в каком-то дисбалансе, когда есть в отношениях какой-то абьюз и жертвенность, потому что когда женщина находится в таком состоянии, сложила лапки и сидит, то это же позиция жертвы, да, с которой происходит, над которой происходит, которую ведут, понимаете, все время вот это, как там в русском языке, сослагательный падеж, да, или какой там наклонительный падеж, наклонительный. Так вот, не живите в наклонительном падеже, какой там у нас падеж есть, который вперед. Вот, такая небольшая маленькая зарисовочка.